Ты водишь. Ты водишь. Привет! Это развлекательно-познавательное шоу «Ты водишь». За столом трое радиоведущих из Петербурга. Виталий твой. Настасья. И Дарья Лебедева. Правила игры максимально просты. 3 ведущих, 3 раунда. На чьей стороне удача сегодня решит игра? А тема сегодняшней игры — чему не учат в школе. Признавайтесь, кто слышал эту фразу в университете на самой первой лекции? Забудьте все, чему вас учили в школе. Был такое. Не сразу, чуть попозже. У меня прям на первой было. Я не помню. Ничего из школы, из университета. Мне кажется, преподаватели все договариваются между собой и делают это. Такие, Сообщают. специально скажем им, Да. чтобы они разочаровались в этом мире. А что можно было бы добавить в ваши школьные годы? Какой предмет, чтобы жизнь взрослая стала ярче, Мёдом была, мёдом. насыщеннее? Психологию, финансовую грамотность Мгм. и сексуальное воспитание. Я так и знала, что Виталий это скажет. Нет, подождите, а у вас что, полового не было воспитания? Что ли? А, У меня было оно после У меня школы. было. Я расскажу замечательную микроисторию. В каком-то 8 или 9 классе мы изучали учебник по ОБЖ, так вот страницы по половому воспитанию были вырезаны из учебника, из всех учебников, которые раздавали, чтобы мы не читали про то самое Что? половое У вас в воспитание. ОБЖ были такие... Да, в учебнике там 3 или 4 страницы, они были Есть вырезаны. подозрение, что это сделал физрук, и И ОБЖшник. И изучали потом вдвоем. Вау, что можно делать? очумелые ручки. Не, у нас такого не было. Вообще даже намека не было на подобный предмет. Поэтому я бы с удовольствием глянул, что это вообще, как это преподается в школе. Ну, мне интересно. В общем, как вы уже поняли, мы, как всегда, приготовили друг для друга каверзные вопросы, еще не знаем, о чем пойдет речь, но у нас есть по традиции 2 наказания. Мгм. Желтая и фиолетовая карточка. Как говорится, пики точеные. Да. Карточку выберет тот, кто выиграет в нашей традиционной игре камень, ножницы, бумага. Погнали! Ну, давай. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Последнее. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Итак, Виталий первый, я вторая, Даша третья. Мгм. Ну тогда Виталий. Я ты выбираю первый? наказание, да, под цвет примерно моей блузы. Мгм. Я выбираю фиолетовый. Мы медузы. Фиолетовый. И здесь у нас... Что Надеюсь, написано я на не этой проиграю. карточке? Да, вы узнаете в конце этой Надеюсь, программы. проиграет Досмотрите до конца. Нет! Давайте начнем с максимально простого предмета школьного. Это литература. Ничего себе просто. Это один из самых сложных предметов, говорю я, как человек, который сдавал ЕГЭ по Мгм. литературе. О, ЕГЭ И это там действительно ужасно. сложное. Я просто ЕГЭ не сдавал, но я всегда любил литературу, историю и обществознание. Вот Гуманитарий это мои 3 называется. моих любимых предмета были. В школе. Виталий, Да, гуманитарий. это я. Здравствуйте. Есть те книги, которые я читал в школьный период, но запрещенные, скажем так. И я решил пойти по запрещеночке сегодня. Гарри Поттер? Не читал, кстати, и нет вообще желания никакого. Но, тем не менее, есть книга, да, которая была запрещена во многих странах. Я думаю, вы знаете, даже если вы не читали, то вы, скорее всего, смотрели это произведение, и это Лолита Набокова. Вау. Да. Книгу долго не могли выпустить, и сам Набоков изначально выпустил ее на английском языке, но во французском издательстве. И в одной стране эту книгу, точнее, первое издательство этой книги сожгли. То есть хотели сжечь и сожгли. И вот такой вопрос. В какой стране сгорело дотла именно первое издательство Владимира Набокова «Лолиты»? В Швеции, в Югославии, в Германии, в Шотландии, либо в Италии. Есть 2 экранизации, Мгм. но книгу я, кстати говоря, не прочитала. Но 2 экранизации смотрела. И Я- опираюсь в целом только на это. Я только книгу читал, на самом деле. Я не смотрел ни одну экранизацию, книгу читал. Итак, какие у нас есть варианты? Мне очень импонирует вариант Югославия. Это Мгм. прям оригинально. Когда еще мы вспомним эту страну, да? Вопрос. Мы еще успеем. Отметаем этот вариант сразу. А почему? Давай вспомним, когда издавалась книга. В каком году? Пу-пу-пу, Ага. ту-ту-ту. Могу подсказать? Давай, В послевоенное время. спасибо, спасибо. Очень. Логично. Ну, допустим, 80 какой-то.
Раньше. Раньше? Да. Сильно раньше? Ну, достаточно раньше. Достаточно раньше. Ну, это точно не Югославия. В Германии, если это было послевоенное время, я думаю, что им было немножко не до цензуры. Ну, не до, скажем так, вот этих моментов отслеживания каких-то подобного рода Или наоборот. инцидентов. Нет, тут еще возникает вопрос, где в ГДР или в ФРГ и вообще. Тоже, кстати, Мгм. вопрос. Швеция, Шотландия, Италия у нас остается, у меня, по моей логике. Итальянцы как будто достаточно открытая страна с точки зрения любви. Мгм. Как ты очень тонко ходишь. Прям. Любви. Я отвечу Швеция. Я А так я вот чувствую. вспоминаю песню Алсу, мне кажется, как будто бы это в Швеции происходило все на самом деле. Надо было песни Аббы вспоминать. Зачем? Причем здесь А Алсу? в тот день, когда ты мне приснился. Нет, кстати, по тем временам это же клип. Да. Как называлась песня «Зима», да? Да. Напомните. Да. И клип, где снимался Маковецкий, там абсолютно был образ, использованный из Лолиты. Мгм. И это смотрелось немного диковато. Я помню, когда я была маленькая, меня напрягало. Думаю, что А мне происходит? нравилось. Я такой, Я «Вау». сейчас сижу и думаю вообще, о чем они? Я такая, какой клип, какая Алсу? Клип Алсона там на окне сидит Она у и камина смотрит, еще там лежит. и смотрит на носочках. своего отчима, Да. как он с ее мамой там на Любовными улице. глазами. Да. Ну, А, такое. серьезно? Это Да. про это клип? Вот такие вот откровения Пу-пу. прямо в начале программы. Ну ладно. Швеция, значит, твой вариант. Да, я Хорошо. отвечу Швеция. Хорошо. А мне мой какой-то внутренний голос... Внутренний компас. Да, не, это подозрительно. Ладно, чутье скажу, а то Мгм. внутренний голос как-то. Мне кажется, что это Югославия. Такой внезапный ответ, но что-то произошло, что-то пошло не так. И с Мгм. Югославией самой в том числе. Ну и с Лолитой. А в каком году Югославия там того? А это вот если у нас вопрос про историю будет, тогда мы обсудим. Ну ладно. Не забегайте вперед, Настасья. Ладно, ваши варианты Югославия и Швеция. Но, тем не менее, 2 балла уходят Настасье. Вау! Мой внутренний голос сегодня меня Да. не подвел. Как я и говорил, изначально очень большие проблемы были с издательством, то есть не мог никак Набоков в целом издать эту книгу, но в 1959 году он все-таки это сделал во Франции. Сделал он это как раз-таки именно на английском языке, потом уже стали переводить на другие языки, и запрещали эту книгу во многих странах, то есть это и Аргентина, и Новая Зеландия, и ЮАР, Великобритания, и в Советском Союзе ее запрещали очень долго, но вот как раз-таки именно в той самой Швеции весь первый тираж, который попал каким-то очень странным образом в эту страну, был сожжен. 2-0. И Настасья хоть и математик, а про литературу что-то да знает. Смотрите-ка. Но есть сказки. Знали ли вы, что сказки тоже запрещали? Тоже под определенным настроением некоторые читают, да? Я знаю, я сейчас не вспомню, про какого писателя конкретно идет речь, Мгм. но я знаю, что есть, не могу вспомнить, у кого-то версия сказок, но для взрослых. Не Пушкин ли это был случайно? У многих, на самом деле, даже у Андерсона и у братьев Гримм Естественно. были достаточно взрослые Так сказки. они собирали народные Да, да, всякие да. сказания, предания и превращали их, приводили их в литературную форму. Да. Вот дело только в этом. А на самом деле древние разные вот эти вот сказки, которые передавались из уст в уста, там вообще ничего детского нет, они все страшные. Очень Там страшные. какая-то дичь. Но, тем не менее, есть одна книга сказок, которая запрещалась в царское время. Она запрещалась в советское время. И была очень неприятная история в современной России, связанная с этими сказками. Мгм. Это «Конек-горбунок». Это сказка о мертвой царевне и 7 богатырях. Это городок в Табакерке. Это «Королевство кривых зеркал», или же это «Серебряная копытца». Как вариант, еще, вот если мы в продолжении сказки о мертвой царевне, можем добавить туда еще сказку о попе и работнике Балде, потому что это один и тот же писатель. Ну, поскольку ты так сказал, значит, это точно мы отметаем вариант. Да. Королевство кривых зеркал, очевидно, что ее могли бы запретить как пародию и отражение некой действительности и взаимоотношения с властью, да, то есть представители власти могли напрячься и запретить. Мгм. Но откуда-то я помню, что это был «Конек-горбунок». Я уже не помню, почему, Его уже экранизировали. но это недавно.
Да. Мне кажется, и мультики были посвящены Были. математику. Да, кстати, да. Да, ну вот про табакерку я такого не помню. Банальности помню про тараканище и все такое, но как бы здесь таких вариантов нет. Мой ответ — конек-горбунок. Мгм. Если честно, мне очень сложно, потому что я не помню практически ничего из этих сюжетов, я признаюсь честно. И мне кажется, я буду тыкать сейчас пальцем в небо. Про кривые зеркала. Королевство кривых зеркал. Мне кажется, что я в детстве ходила на какую-то постановку, связанную с Кривыми этой сказкой. зеркалами. Да. Мгм. Я сейчас буду просто вот рассуждать на тему того, что у меня в голове есть по поводу этих сюжетов. Экранизация есть фильм. Возможно, Да. возможно. Старый достаточно. «Конек-горбунок», я точно помню, что есть мультфильмы, и они были там в начале 2000-х, я смотрела, будучи ребенком. Мне кажется, они раньше были, чем Нет, я сначала. смотрела в начале Мгм. 2000-х мультики, которые уже там вышли 10-15. Союз мультфильм, да, Да, скорее Союз всего, мультфильм. пускал, да. Окей, сказка о мертвой царевне и 7 богатырях. Вообще не помню сюжет. Вообще, что это? И я такая, это Белоснежка и 7 гномов? Ну, типа Ну, что-то типа того, да. Да, какая-то Только такая. там 7 богатырей. «Городок в табакерке». Я помню, что я в детстве читала. Мгм. И это было очень интересно. Давайте я отвечу «Городок в табакерке». Мгм. За правильный ответ я даю 3 балла. Один из вас вырывается вперед. И это Даша. Да, потому что изначально вообще, если говорить про саму эту сказку, она запрещалась в царское время, потому что там очень много отсылок к царю, там даже были строчки такие. Какие-то приколы над царем. Ну да, там, Высмеивают его. Классика. там была такая четверостишье или пятистишье, шестистишье, ромб, хорей, как там правильно уж. я не знаю. Ямб ты имел в У виду? меня ромб. Я, видишь, в математику ухожу уже, в геометрию. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд, вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали и ура царю кричали. Ну что, все прекрасно, по-моему. Прекрасно, но как будто бы слишком сильно как-то и превозносили, и как будто бы оскорбляли. Ну, как бы власть найдет везде, знаешь, понятно. вот к чему придраться. В советское время, конечно же, там не приветствовали весь царизм, поэтому это было запрещено 100%. Вообще это убрали далеко подальше. А как же «Союз мультфильм»? Ну, это немножко другое уже, это немножко Ага. уже позже. Но что случилось в современной России? Это, конечно, кони, девочки. Это те еще кони-горбони, потому что одна, значит, воспитательница в детском саду читала детям эту сказку. И в этой сказке есть, я вот не помню, но когда я прочитал, я такой, реально есть. Там есть строчки про то, как сажали на кол. Ну, собственно, наказывали. А как правильно сажать на кол? И дети спросили, а что это такое на кол сажать? Она такая, ну, это такая пытка, когда человека насквозь, вот, собственно, сажали на деревянный кол. И он умирал. Дети, конечно, недолго думая, дома пришли, все рассказали родителям. Родители написали «заявленице». И что, воспитательницу уволили? Да. Не, ну хорошо, Ужас. хоть так, хорошо. Ты так начал говорить, как будто дети пришли домой И сели все на кол. и теперь вы смотрите True Crime. Переписали многие сказки, которые сейчас в школах или в садиках. Переписали много учебников истории. Но это уже другая история, как говорится. А тем временем у нас счет 3-2, и Даша в лидерах. Целуй, кусай. Шокирующая и неожиданная математика. Но я сразу скажу, что будет еще немножко геометрии. Кстати, для тех, кто пропустил, у нас есть в первом сезоне выпуск, посвященный математике, математическим задачкам, таблице умножения. Так что для тех, кто Самый любит... прослушиваемый выпуск ты водишь. А, кстати, про накол у нас тоже есть выпуски про вампиров. Поэтому, если вы еще не обращались к нашим аудиовыпускам, обязательно туда вот идите. Да. В этот раз я решила не испытывать моих соведущих на прочность и решила обойтись без математических задачек, без таблицы умножения. И первый вопрос, который я хочу у вас спросить, он будет вытекать даже из темы Виталия. Он будет немножко связан с литературой. И втекать. Интересно. Да. Перетекаем из литературы в математику и обратно. Какая из этих книг неожиданно
написано математиком. Ой-ой. «Алиса в стране чудес», «Приключения Тома Сойера», «Вокруг света за 80 дней» или «Путешествие Гулливера». Так, это точно не Алиса, это точно не «Приключения Тома Сойера». Это либо «Вокруг света за 80 дней», либо «Путешествие Гулливера». Либо это прям нам в лоб 80 дней, да? Ну, то есть- Почему? А Гулливер? Он же там путешествовал Вот. по каким-то математическим подсторонним параллельным мирам. Это же математическая история. Ну, как будто бы. Нет, ну вообще, на самом деле, То он маленький, то он большой. если про Льюиса Кэрролла говорить, то там тоже очень много математики. И логики много, интересной. Это про Алису, да, Да, ты говоришь? да, да. Ну да, там они же сумасшедшие все. Ты пока все, что рассказала, все можно притянуть к математике. Как говорила моя преподавательница по физике, математика — служанка физики, а как говорила моя преподавательница по математике, ну ладно, там То я Неприлично. физику эту, знаете ли, куда? на географии вертела. Ага. Но мне почему-то кажется искренне, что это «Путешествие Гулливера». Я просто не помню биографию автора, поэтому не могу... у меня нет знаний. Могу только на ощущения свои ориентироваться. Конфетки были вкусные. Какие? Гулливер? Путешествие Гулливера, да. Ну, Гулливер, да, или путешествие Гулливера. Большие! Да. Папа Ну, приносил, когда хоть где Я не пробовала. новогодние наборы вот эти, там Одну вот он был, конфету, вот да, эту. конфетище. Ну, держи! Вафельная, Ну шоколадная. ладно, пусть будет «Путешествие Гулливера». Ну, я недавно очень хотел посмотреть фильм, как раз-таки «Вокруг света за 80 Я думала, с дней». Джеком Блэком про... Ну ладно. Нет. С Джеки Чаном. Но не получилось. Вот я вот помню, мультик был очень классный про путешествие вокруг света за 80 дней в моем детстве. Настасья, видимо, его не видела, потому что, да, скорее всего, его уже не показывали. А вот фильмы как-то... Но там ничего такого прям математического я не помню. Ну, путешествие, да, ну хорошо, 80 дней, цифры. Ага. Ну, я подсказку дам, такую микроподсказку, что не обязательно напрямую сюжет должен быть связан с математикой. Да ведь может быть такое альтер-эго у автора, то есть он может жить двойную жизнь. Это так. Он Мои просто отвлекся. рассуждения. Он считал, потом такой, ой, все, устал. Тогда давайте так. Я люблю котов. Мгм. Вот. Я не знаю, кто написал, я не знаю, что написал, кто математик, кто там физик, кто служанка чья. Но очень классная была игра про Алису в стране чудес, поэтому я выберу этот вариант. Что за игра? Алиса в стране чудес. В смысле, компьютерная или Да, настольная? Да, компьютерная. Только она была злая, она всех резала ножом. А это интересно. Итак, Линия True Crime продолжается. Да-да-да. У нас- Тонкой красной нитью. у нас есть два варианта. Это «Путешествие Гулливера» и «Алиса в стране чудес». Я могу сказать, что один из вас дал правильный ответ. Ну, естественно. А кто же это? Ну, Даша. Я уже все поняла, это ты. Это Виталий. Да. Моя любовь к котам помогла мне. На самом деле, Льюис Кэрролл, он не совсем Льюис Кэрролл. Мгм. Это его псевдоним. Альтер-эго. Альтер-эго. И в своей обычной жизни он занимался математикой и, в частности, очень любил логику. И изучал различные вот логические взаимосвязи. Да черт, я практически так и отвечать начала. Ну как же так? Более того, он 26 лет читал лекции в университете по математике. Ничего себе. Да, но, к сожалению, он не стал выдающимся математиком, и даже сейчас некоторые специалисты в этой области называют его посредственным математиком, увы. Как бы это обидно ни звучало. Но, тем не менее, он очень много времени посвятил изучению именно математики. Но прославился-то он благодаря Конечно, мы своему знаем, чему. писательскому труду. Я думал, пирогу. Благодаря женщине. Да. И, собственно, «Алиса в стране чудес» в том числе сделала его популярным писателем. Класс. Плюс 2 балла Виталию за смекалку, сообразительность или за удачу. Не знаю, может быть, она тебе помогла. А мы едем дальше. И я предлагаю перенестись в 2000 год и вспомнить телевизионные передачи, а также рекламу, которая была тогда на телевизоре. Мы вспомним рекламу бытовой техники, О. а именно, в частности, холодильников.
Я специально искала, проверяла, как выглядела эта реклама, какой в ней был текст. Так вот, одна телевизионная реклама в 2000 году звучала таким образом. Параллельные линии не пересекаются. Доказано Евклидом. Надежная бытовая техника существует. Доказано Занусси. Занусси — это был как раз бренд. Так вот, какая ошибка допущена в тексте рекламы? Вариантов нет. Ну, тут два варианта, опять-таки, хотя их нет. Значит, либо параллельные линии на самом деле где-то там пересекаются, либо это доказано не Евклидом. Поэтому выбери, называется, одно из двух. Либо доказано не Занусси. Но я все-таки из своих же двух предложенных мне себе самой собой вариантов выберу вариант, что параллельные линии на самом деле пересекаются. Угу. А я пойду вообще максимально другим путем. Я просто поменяю слово. Какое? Не доказано, а проверено Занусси. А я думала, Занусси на гуси поменяешь, или там бабуси. То есть надежная бытовая техника существует, и здесь нужно сказать не доказано, А проверено. проверено. Ты Ну. уверен, да? Ну, конечно, проверили. Они же Ага. создали ее Ага. и проверили. Ага. Да. А есть еще варианты? Ну, доказано Пашей техника, можно еще сказать. Вот. То есть, потому что они точно не пересекаются, у него параллельные линии. Мгм. Вот. Если уж ты мне так подсказываешь, либо путаешь, Нет, я не я знаю. что, Тут как бы два варианта. Либо ты подсказываешь, либо путаешь. В Либо целом, надежной да. бытовой техники не существует. А это факт. Тогда я возьму и сворую вариант Даши. Второй. Что доказано не Ну это Евклидом. бери. То есть у Даши, получается, параллельные прямые, возможно, пересекаются, Да. а у тебя, Да. значит... Доказано не а Евклидом. Не пересекаются. Кто мог доказать, что они не пересекаются? Какой-то, наверное, математик, да? Какой математик мог это доказать? Ну, Евклид — это что-то греческое, правильно? Мгм. Точно, да. Вот. Интересно, откуда ты это знаешь? Даже не знаю. Значит, возможно, какой-то другой греческий математик. Чувак. Да. Какой-нибудь комплит. Ну, любой другой. Любой Другой. Да, так было. Параллельные линии пересекаются, доказано любым другим математиком. Мгм. Ну хорошо, я поняла, я принимаю твою версию, что здесь просто должна стоять другая там, да, имя, Его имя, злой фамилия. брат Авклид. Какой-то антагонист, да? Да. Окей. Но на самом деле никому не отдам. Еще 3 балла. Первая фраза звучит таким образом. Параллельные линии не пересекаются, доказано Евклидом. Мгм. И в этой фразе, вот в первой части этой рекламы, есть ошибка. Дело в том, что если звучит слово «доказано», значит, это теорема, которую Мгм. нужно доказать. А то, что параллельные прямые не пересекаются, это аксиома. А аксиому ее по умолчанию доказывать не нужно, мы принимаем это как данность. Поэтому вот такое вот у маркетологов компании Занусси получилось... так, сесть в лужу слегка, потому Какой что хитрый. математику и геометрию они, видимо, не учили. Мгм. Вот так вот. Мне кажется, просто звучало бы плохо, если бы они сказали, что это аксиома. Было бы непонятно, но, тем не менее, до сих пор, вот уже прошло 24 года, многие там на форумах где-то обсуждают и приводят это в пример как неудачный маркетинг, когда ребята хотели выпендриться и показать себя очень умными, а получилось вот так вот... Мне кажется, на широкую аудиторию... Вообще зануды. Ну, да. Вообще зануды. К рекламным слоганам еще придираться. Божечки, кушечки. Они, наоборот, еще больше пиарят. мне Да. кажется. Уже забыли просто, они Этим все еще обсуждением. обсуждают. Вот, знаете, я до этого не знала бренд такой техники, а теперь его запомню. Вот, видишь? Вот, Видишь? видишь, как работает. Ошибки надо совершать, они полезные, оказывается. Ну ладно, счет у нас не поменялся, и по-прежнему у Виталия 2 балла, у Дарьи 3, а у меня тоже 2. 2. Едем дальше. Я вожу. Ты трепещишь? Да, нет, трепещать будете вы, потому что сегодня моя тема — развратная история. Вау. Ну, как... Естественно. Вот прежде чем начать, Ну, давай. задавать вопросы, такие серьезные, развратные, да, вот все, что вот это... Серьезные и развратные, это Я как-то... попрошу вас Раздеться. сделать... Попрошу вас... Да. Покажите, пожалуйста, Сосок? оргию. Прям здесь. Да, прямо сейчас, прямо здесь. Покажите, пожалуйста, В оргию. смысле? Пальцем? Мне кажется, я покраснела.
Ну, давай, Виталик. Ой, ну я... Так, не, оргия надо много, чтобы вот так надо. Вот так вот. Ну, на самом деле, чтобы показать оргию, всего лишь нужно было сделать вот так, потому что это мера длины. Подожди, Да. это ты на мою территорию математическую, геометрическую немножко там залезла? Нет, на самом деле Спихнулась. это территория археологии, потому что всех начинающих археологов так проверяют. Если вы собираетесь стать археологом, знайте, что вам этот вопрос зададут. Теперь есть оргия вы это вот точно столько? вам не придется унижаться в оргия это- грязи. а сколько лесу. оргия? Это вот столько? Вот полностью руки расправь Ага. от кончика от одного твоего среднего пальца до другого. Это оргия. Она у всех разная получается? Оргия у всех разная. А, Итак, Мгм. Людовик XVI приказал изготовить слепок левой груди своей любимой жены Марии Антуанетты. Мгм. Левый. Мгм. С какой целью он это сделал? Бокал хотел сделать себе. Ну, Вау. есть же, да, вот вариант, что грудь, идеальная грудь женская должна помещаться в бокал из-под шампанского. Я слышала только, что идеальная, подходящая мужчине женская грудь должна помещаться в руку. Ну, то есть ты прикладываешь, и она вот идеально заполняет И пазл ладошку. сложился, да? То есть нужно людям встречаться и сразу ориентироваться. Ну, Да. получается, руки же они разных размеров, и грудь Ну да. разных размеров. Соответственно, ты ищешь себе половинку, ориентируясь на то, чтобы грудь поместилась в ладошку. То есть сразу можно при знакомстве Ну, знакомиться вот так. за сразу я боюсь, что А можно. и- девушки должны что измерять тоже руками у парней, чтобы идеально подходить? Это уже как в анекдоте, да? Ой, не А знаю, этот не из ой, нашей знаю. деревни. А, Даша, скажи, Здорово. пожалуйста, у нас есть варианты ответов? Нет, вариантов нет. А Спасибо. правда, спасибо. что левая и правая грудь отличаются как ноги? Ну, обычно да, Да? мне кажется. Ну, левая побольше, потому что там сердце. да. Сердце Кровь, посередине там же. все дела. Нет, оно посередине, но оно ближе Да. к левой Ага. стороне. Ага. Но есть, наверное, и аномалии. Все Ну, мы их Людовик знаем. был извращенцем, да? Насколько я помню. Кто? 16-й? Да, Или боже тебя 17-й упаси. был. Да, мне кажется, они все там были немножко того. 17-й Людовик? Людовик XVI — это тот самый, который пострадал в итоге революционных событий. А. Вместе со своей несчастной Марией Антуанеттой они оба были гильотинированы. Ой, как грустно. Ну, это похоже на оргию. Ладно, на самом деле у Виталия был очень классный вариант по поводу чаши, да, бокала. Мгм. Это было бы очень как-то так символично, как-то Романтично. романтично даже, я бы сказала. Но, возможно, Да. у меня сейчас какой-то такой, ну раз это развратная история, Мгм. может быть, у нее была очень красивая Пышная. грудь, Мгм. и он, хотел немножко как-то развеяться, кого-то, может быть, другого еще к себе пригласить. Мгм. И, может быть, он сравнивал как бы с эталоном. Вот посмотри. Приходили девушки, он их как бы тестировал по эталону такой, типа, Он такой, надевал, да, им? такой, Оп. не, такой, сравнивал. Тут никакого адекватного ответа не может быть, вот сразу. Тебе даже скажут, нет, есть адекватный ответ, все очень просто и логично. Ну, в целом. А может быть, он уезжал, когда, в командировке. Ага. Он с собой брал этот бюст. Любимую. А есть же такое, кстати, вы не знали, но я вам открою секрет, что у мужчин есть любимые груди. И они их даже называют разными Женой. именами. Ну нет, там левая будет Анюта, а правая будет там Василиса, к примеру. Что? Ну да. Я поняла. И как будто только я не поняла. Ну просто, ну вот у тебя вот две очаровательные титьки, которые нравятся твоему мужику. И что, он дает им имена? Но они нравятся ему неравнозначно, неравноценно, потому что, одна нравится ему больше, чем Ну, другая. видимо, как раз вот та самая левая Да, всем больше да, и нравится. Тут, возможно. по-моему, все логично. Какая-то, там, может, родинка какая-то. Вот ты будешь Марией Антуанеттой, значит. А ты будешь и называют- Елизаветой, И да. называют их как именами бывших. Ну нет, О, это кстати, об этом я не думал, да. вообще извращение. Либо своих крашей. Слушайте, ладно, давайте все-таки вернемся к Машка и вопросу. Сонька. Да. Егор Крид и Василиса. Вот о чем подкаст, как вы думаете? Там такая пошлятина, я думаю, не, это перебор. А все в купальниках, в грязи, лес, они себе пиявок подсаживали туда. А так в основном на истфаке вообще не этому учат. Ого! А как ты посвободнее стал, да, как будто?
Я отвечу что-нибудь, что он хотел брать с собой левую грудь Марии Антуанетты в каменном, ну, в гипсовом или в каком-то виде. Каменном, Это гипсовом. так мило. Да, бумажном. Так, ну а твоя версия? Ну смотри, во-первых, очень странно, что только левую грудь, да? То есть если бы он ехал в командировку, он брал бы, скорее всего, две, чтобы, ну, удобно было. Он же не однорукий бандит все-таки, как бы две удобнее. Тяжелая была, тяжелая просто статуя. Вот, возможно, он, как вот знаешь, есть игрушки эти пошлые, где вот сжимать нужно грудь вот так вот. Антистресс. Да, вот что он для этого делал тоже. Но это, скорее всего, нет. Это сейчас только придумали, видимо, по лекалам как раз-таки Марии Антуанетты делали. Возможно, он делал как подушечку, ну, типа, чтобы подкладывать вот так вот, чтобы... Я тоже об этом думала, да. В холодные ночи какие-то французской революции он вот так вот: «Ой, ты моя любимая Мария Антуанетта». Либо все-таки я вернусь к своему первому ответу. Возможно, он делал из нее какую-то либо подставочку, либо бокальчик, либо вот... Ну, Мне очень, один вариант. мне очень Один, нравится да? этот Один вариант, вариант. на самом деле. Ну, давай сделал себе чашу для напитков. Он же француз, он любил вино, поэтому, допустим, для напитков. Ой, ну ладно, я так долго тянула. На самом деле, Виталий дал правильный ответ с самого начала. Ой, это непереводимый диалект. Это бокал для шампанского, и именно в конце 18 века как раз такие бокалы, шампанки, они стали популярными. То есть не вот Класс. этот высокий бокал, к которому такой, мы привыкли, да, а вот как раз в форме, собственно, аккуратной, милой женской груди. Но есть версия, что формой послужила грудь не Марии Антуанетты, а мадам Помпадур, то есть фаворитки предыдущего, значит, Людовика. Но большая часть историков все-таки склоняются к версии, что это Мария Антуанетта. И шампанское, в принципе, ей было по душе, по нраву, и она ввела в моду те самые пирамиды, которые составляли вот из этих самых шампанок. Вот эти вот, Да, которые... и все вот, когда их в момент Класс. разбирают, да, все льется рекой и так То есть, далее. получается, праздник, все красота. хватают грудь Марии Антуанетты? Мне кажется, это да. хорошая идея для тоста. То есть теперь, когда вы Так давайте же вы! Ну а теперь самое интересное. К баллам. Сколько баллов я готова отдать за вопрос без Ну вариантов смотри, ответа? груди две. Да. Но поскольку слепок был сделан только с одной груди, но она левая и чуть больше, я даю 1,5 балла. Аплодисменты, Виталий! Ой, спасибо. Второй вопрос. В 1878 году на Большой Конюшенной улице 27 в Санкт-Петербурге открылся... пышечная. Нет. Пирожковая. Но все правильно, все около того. Открылся очень модный по тем временам Бордель. ресторан, О, который назывался «Медведь». Ну еще бы. Значит, там подавали русскую кухню, всех встречал медведь. Там был первый бар, что очень сильно привлекало всех знатных особ, которые посещали этот То есть бар ресторан. прям с барной стойкой, да, Да. получается? И появилось даже выражение «барское настроение» в тот момент. То есть место было действительно крутым. Можем вполне перенестись в то время и представить себе это, потому что сегодня в Петербурге примерно то же самое происходит. Периодически открываются новые заведения, они становятся модными, потом перестают ими быть. В общем, как вы поняли, в этом заведении было все. Там и драки были, и пьянство, и разврат. И сегодня это заведение в первую очередь ассоциируется только с одним именем, с конкретной историей. Там случился конфуз. С кем из этих Интересно. людей случился конфуз? С Николаем II, с Матильдой Кшесинской, Ох, как. с Феликсом Юсуповым, с Григорием Распутиным или с Федором Шаляпиным. Все они бывали в «Медведе». А до сих пор медведь тут существует? Нет, сейчас там театр эстрады имени Райкина. Недавно, кстати, там была. И Серьезно. как? Было там развратно? Немножко, Пьяно, кстати. да? Немножко развратно, Мгм. да. А какой конфуз? Ну, какого плана? Сексуального? А это зависит от того, кто тебе больше из этих персонажей нравится. Ну, давайте так, про Феликса Юсупова я не знаю ничего. Вообще ничего? Ну ладно. В смысле? Мне сейчас стыдно стало. Не, ну хорошо. Николай II.
Очень симпатичный мальчик, полистай. Ну, он, кстати, симпатичный, и правда, я согласна. Феликс. А, Феликс? А я Да. бы сказала Николай II. Николаша Феликс тоже Скотт, который черный. симпатичный. А, Мы только по внешности сейчас оцениваем этих людей. Мне кажется, что Николай II по характеру был... Я не знаю, возможно, опять же, я ошибаюсь, но как будто бы он был достаточно сдержанным, добропорядочным семьянином. Божественное откровение сейчас какое-то случилось. Да. Ну, мне почему-то кажется Не, ну так. хорошо. Опять же, опираясь на какой-то там... Кажется. Хватит У смеяться. каждого свои критерии добропорядочности. И семейности. Да. Джиган видимо, тоже эти- очень семейный парень. Видимо, я ошибаюсь, но я буду продолжать в своем неведении жить. Матильда Кшесинская. Мгм. Ну, Тоже очень домашняя. Нет, она была та еще, Добропорядочная, да. семейная. Но как будто бы вот, как сказать, формулировка «произошел конфуз», Мгм. вот она как будто не про женщину, а про мужчину. М. То есть вот если бы была женщина, то она бы просто опростоволосилась. Села в лужу. Интересно, да. Григорий Распутин вполне мог, Федор Шаляпин вполне мог. Я отвечу Федор Шаляпин. А как ты думаешь, как он мог оконфузиться? Ноту не ту взял. О. Я подумаю, пока Виталий рассуждает, я подумаю, что с ним могло случиться. Вот так вот, да? Да. Может, рыгнул как-то, не знаю. Это, кстати, может быть, было показателем вкусной еды. Это тоже как Так бы- он там пил, он не ел. Он ел только женщин. А он просто пил, не ел, Мгм. и получился конфуз. Ну, такой Ну, в целом, да. физиологичный. Ну, смотри, Гоша Распутин, да? Ну, вряд ли. Гоша? Ну, вряд ли. Ну, Не до этого Ну, не было. до этого, да. У него были другие. Ну, там, Гришка. Какой Ну, год? Гришка, Гошка, ну, Гагошка. В общем, он был занят другими вещами, всякими там тайнами, Он в бане был в это время, переворотами, да, да? С девками. ядами и всем подобным. То есть вряд ли он мог просто... Не, он мог, конечно, но зачем ему это надо? У него другие дела. Матильда. Матильда как будто бы могла в целом, и скорее всего это было, и не раз в этом баре. Она чего только там не делала, но для нее, ну, как бы конфуз и конфуз, ну и ладно. Но она хитрая, и никто об этом не узнал. Да, типа ей можно. Ну, как М. своя в доску, и не только в доску. Значит, Федор Шаляпин. Ну, вот этот человек любил повеселиться. Да. Ту-ту-ту-ту-ту. Но как будто прям вот так, чтобы опростоволоситься, или оконфузиться, или там сесть в лужу. Ну, Или жить на 2 семьи, например. ну да, как будто бы не про него вообще. А вот Николай II, это тот вообще, от кого не ожидаешь, да? Как будто бы такой, ну, что он там, Коля? Ну, сидит и сидит на своем троне. Ну, русско-японскую, ну, продул и Ну, царь во дворца, ну что? Ай, нравится, хорошо. Но вот в барчик пришел грустный, что-то съел невкусное, и Произошло что-то физиологичное. что-то физиологичное Мгм. произошло. Это- На это виду дерзко. у всех людей. А он царь, между прочим. Еще тогда был. Ну, есть в этом логика, я согласна. Мгм. И они такие, «А, Фу! конфуз! А вы думаете, Ваше Величество! Да. вы думаете, император вот наряду со всеми этими Естественно. певцами С быдлом с этим. по барам, по модным По ходил? барам, А что нет? пьяном угаре. Да, а ну, Думаешь, остепел. Мгм. Неплохая А, компания. Николай II, конечно, это смелый ответ. Шаляпин тоже достаточно смелый. Шаляпин, кстати, действительно любил это заведение, этот бар. Не побоюсь этого слова. С ним наверняка там что-то происходило, но не то, что произошло с Феликсом Юсуповым. Князь Это- Юсупов, Я думал, это отец Тимати. он Юсуповы, Мгм. древнейший род, богатейший род. И вот так случилось, что Феликс компрометировал себя бесконечно. Но уж очень любил этот мальчик наряжаться в женские наряды. И бегал он по Петербургу, напудренный, напомаженный. В общем, они, ну, как сказать, прикололись они вот с друзьями вместе, забежали в Медведь, начали там развлекаться в женских нарядах, притворяться девочками. Так. Да, он снял с себя, я так полагаю, мамины бусы, наверное, и начал их накидывать как аркан на, ну, в общем, На всех. весело себя вести. Мгм. Да, бусы посыпались, все было здорово. Ну, а на следующий день его отцу,
старшему Юсупову пришел счет вместе с остатками вот этих бус. Он это делал не единожды, был еще такой кабаре-аквариум, там он вообще притворялся певицей, да, его не сразу смогли раскрыть. В общем, действительно, вот такая развратная Умел история. развлекаться человек, Да, умел вообще. Настолько умел, что мы даже не знаем о нем ничего. Вот так вот пробелы в знаниях, Да. они и заставляют людей попадать в конфузы. Юсуповский дворец. Приезжайте в Петербург, посещайте, и вам обязательно подробно что-нибудь об этом расскажут экскурсоводы, я думаю. 3,5. У меня 3, у Настасьи 2. Сегодня мне нужно рассказать стыдную историю из школы. Расскажу 2 короткие истории. Первую историю я рассказывала уже неоднократно в разных компаниях. Она связана с тем, что в 6 классе я влюбилась в 11-классника. Это было на тот момент почему-то очень позорно, а почему-то я очень быстро стала известна плохой славы, в кавычках, среди старшеклассников. Ну, все так посмеивались, и, в общем-то, я делала различные знаки внимания этому 11-класснику. Звали его, кстати, Гоша. Привет. Вот. И, ну, скажем так, испортила я последний год учебы человеку, вот, всяческими там валентинчиками, бегала за ним, там, кричала там: люблю тебя, люблю. Ну, это прям какая-то лолита получается. Ну, сколько? Мне было там 11, что там, а ему... Да не, нормально, 17, 16, 17, вообще нормально. Вообще отлично. Нормально. Отлично. Вот. Но вторая история, она более забавная, наверное, более позорная. Вот я бы до сих пор не хотелось бы оказаться в этой ситуации. Значит, Так. она связана с едой. Мне очень часто собирали контейнеры, ну, с едой. И положили рыбу. Хуже. Положили гречку. Так. Вот, и контейнер был такой полустеклянный, полуметаллический. Суть в том, что... То есть банка, получается, Консервы. от кабачков. Что-то такое. В общем, и решила я почему-то поесть в актовом зале, где происходила репетиция какого-то там то ли спектакля, то ли последнего звонка, в общем, что-то такое. И суть в том, что, видимо, гречка была теплая, когда ее запихивали в контейнер. И когда я открыла этот контейнер, во-первых, он громко чпокнул на весь актовый зал. И суть в том, что в этот момент контейнер треснул, и гречка и контейнер разлетелись на половину актового зала. И более того, злая женщина, которая работала в актовом зале или в столовой, ой, занервничала, она заставила меня при всех во время репетиции подметать. Есть с пола. Подметать, а это, ну, просто рассыпалось на половину актового зала как-то очень далеко. И я вот там 5-классница с этим веничком, пока там старшеклассники репетируют, подметаю гречку и вот треснувший контейнер по всему актовому Какой залу. вывод? Кошмар. Вывод такой: не экономьте на Контейнерах. обедах детей. Тоже верно, Да, вот. пусть они едят в столовых. Такая история, немножко стыдная, по крайней мере, мне тогда казалось, что она такая. Вот. Ну ничего, ты отпустила теперь ее. Все, Я простила, отпустила, Да. но женщину ту не забыла из столовой, из актового зала. А какие у вас Мы были найдем её. постыдные истории в школе? Напишите нам в комментариях, мне очень интересно почитать. Ну, мало ли, может, вас закрывали в туалете, мужском или женском. Поддержим друг друга в психологических травмах из школы. Да, самую постыдную мы выберем и обязательно морально поддержим этого человека в нашем телеграм-канале. Ты Да. водишь. Да. А чё, бла-бла-бла? Ага. Да. В телеграм-канале ты водишь? Не забывайте подписываться на тот самый наш телеграм-канал, который так и называется «Ты водишь». Ну и до встречи в следующих выпусках. Пока! Пока.